Приветствую вас, дорогие весы! Сегодня у нас новый расклад с вами на август месяц. Давайте смотреть, что ожидает вас в начале, середине, в конце августа месяца. Будем доставать по одной карте. И сейчас посмотрим, какие же события вас ждут. Начало месяца. Так, начало месяца карта четверка пентаклей. В начале месяца будете, вот так можно сказать, жадно относиться к своим финансам. То есть вы захотите что-то накопить. Вы не захотите растрачивать свои деньги на что-то такое пустое. Наоборот, у вас есть как будто бы определенная цель. Я должен или должна сейчас накопить финансы. Это мои деньги. Не хочу ни с кем их делить. Не хочу их тратить на какие-то там моменты, да, там просто попить где-то кофе. Нет, вот сейчас карта говорит о том, что вы как будто бы жадничаете. То есть даже, можно сказать, жадничаете и к себе, и к окружающим. Не хотите делить свои финансы, вы хотите сохранить то, что у вас есть. И у вас есть какая-то цель. То есть вы хотите либо купить себе квартиру, либо вы хотите там купить себе гараж, или вы хотите там, допустим, купить себе машину. Да? То есть карта говорит о том, что вы откладываете. И это ваше отложение денег, оно стоящее, потому что вы знаете, какую цель вы имеете, да. Для кого-то эта карта только говорит про то, что вы откладываете деньги, а для кого-то уже значит именно саму покупку. То есть здесь есть вложение в дом, в квартиру, в то, что имеет в целом 4 угла. Или же, например, машина, да. То есть здесь карта говорит о том, что вы накопили финансы, либо только копите. И это ваши деньги, это ваш ресурс, который вы наработали, да, отработали, потратили свою энергию, время свое. И поэтому вы как бы считаете это с такой своей ценностью, значимой ценностью. Поэтому вот такое начало месяца, в принципе, стабильное по финансам. Нету такого, что у вас идет сильная растрата, и она не сочетается с вашим финансовым положением. Нет. Карта говорит о том, что вы откладываете деньги, или вы уже имеете определенную сумму для того, чтобы что-то купить себе. И это что-то, да, для вас очень значимо. Вот вы держите это что-то у себя вот так вот возле грудной клетки, да, то есть что-то, что греет вам душу. Вот такой здесь момент. Также помните о том, что четверка пентаклей может и про отношения говорить, что какой-то человек в начале месяца для вас очень значим. Вы не хотите упускать этот шанс, вы не хотите упускать этого человека, да, вы хотите продолжать общение, вы хотите беречь эти отношения. То есть вот такой момент, когда вы тепло к кому-то относитесь, и этот человек является для вас ценностью, которая есть у вас в этой жизни. Также в работе, например, да, могут быть такие моменты, что вы имеете работу, как бы здесь все стабильно, да, вы получаете за это зарплату, и в то же время какие-то предложения, которые будут вам сделаны в начале месяца, это вот именно как будто бы для вас. То есть если дают какое-то предложение касательно работы, принимайте, потому что вот судьба как будто бы дает вам то, что именно принадлежит вам. То есть здесь в начале месяца концентрация именно на том, что вот как бы собственность какая-то ваша. То есть ваше приходит в ваши руки. Помните об этом и, пожалуйста, не забывайте про то, что вы здесь как бы сами должны решать в начале месяца, принимать или не принимать, отдавать кому-то или не отдавать, да. Кстати, у вас случайно тут перевернулась карта туз кубков на середину месяца, пока я тусовала. Середина месяца будет наполнена положительными эмоциями. Давайте смотреть. Середина месяца для весов. Опять же таки, и эти эмоции положительные, скорее всего, будут связаны с какой-то женщиной. Королева кубков– это у нас женщина по знаку зодиака водной стихии. То есть это может быть рак, скорпион или рыба. Такая женщина будет у вас присутствовать в середине месяца, будете с ней как-то проводить время, будет такое хорошее времяпрепровождение, где-то, может быть, в ресторане или в какой-то прогулки на какой-то, да, то есть или какой-то спа-салон. То есть в целом вы с какой-то женщиной будете приятно проводить время. Это могут быть личные встречи, свидания, знакомства какие-то. И вам будет приятно с этой женщиной общаться. Она будет как будто бы вас расслаблять, будет нормализовывать ваше эмоциональное состояние, да, то есть вы будете как бы чувствовать себя спокойно с этой женщиной. Также королева кубков может быть женщиной, которая вот ведущая женщина, да, видите, здесь женщина гадает на кофейной гуще, и предсказывает будущее. Это также может быть какой-то астролог, допустим, может быть экстрасенс, к которому вы обращаетесь, может быть какой-то человек, как психолог, психотерапевт, то есть кто-то, кто нормализует ваше эмоциональное состояние и сможет вас
привести к балансу. И вот такая вот женщина у вас будет в середине месяца. Может также карта говорить про то, что вы будете посещать какие-то мероприятия, где будет какое-то застолье, и вот эта женщина будет там присутствовать. Либо это какая-то женщина как повар выступает, да, то есть она, может быть, приготовила какую-то еду, либо эта женщина просто как-то будет связана с вами в этот момент. Для мужчины это женщина, которая, так скажем, ваша любимая женщина, да, которая тоже испытывает к вам чувства, а для женщины это может быть какая-то знакомая ваша, с которой вы спокойно, интересно можете провести время. Вот такой здесь момент. Помните о том, что там переворачивалась еще карта туз кубков, то есть это что-то будет очень такое приятное, эмоциональное, что поднимет вам настроение, что сделает вашу жизнь более интересной, насыщенной, и вам в целом будет приятно вот это общение или момент вот этой встречи. Здесь есть какие-то моменты комплиментов, подарков, каких-то сюрпризов, тоже так может здесь у вас проиграться. Итак, давайте смотреть конец месяца. На другой колоде, что ожидает вас весы в конце месяца. В конце месяца карта тройка пентаклей. Здесь карта говорит о том, что, так скажем, вы закладываете основу для дальнейшего развития чего-то. Может быть, это вы в финансовом плане развиваетесь, да, то тогда здесь карта говорит о том, что либо вы что-то только начинаете строить, в своем бизнесе, да, как-то организовывать вот всех людей, распределять, у кого какая должность, вот так вот. Либо здесь карта говорит о том, что вы чему-то обучаетесь. То есть здесь момент повышения квалификации, момент, когда вы можете чему-то новому обучиться, когда вы все, а, вы, да, с каким-то коллективом все вместе будете налаженно, так слаженно работать по какому-то проекту, по какой-то схеме, по какому-то плану. То есть у вас четко должно быть а, как бы очерчено ваше мастерство, как вы это будете делать. У вас есть четкое представление того, как эта работа должна быть организована. И вот вы вместе что-то делаете. Вы что-то либо организовываете, прихорашиваете что-то, да, наводите где-то какую-то красоту, то есть как будто бы вот пространство какое-то организовываете, да, либо это момент именно такого труда в плане того, что вы можете даже и за компьютером работать, но это что-то, что принесет вам в дальнейшем какой-то свой доход. То есть вы обучаетесь, вы перенимаете опыт, и это даст вам какое-то новое развитие. То есть вы можете получить за это какой-то сертификат, повышение квалификации, да, то есть в целом ваш рейтинг здесь растет в плане того, что вы как человек становитесь более профессиональными. Вот так вот здесь карта проигрывается. В то же время можете ходить на любые различные курсы, которые, может, и не касаются вашей работы, но это вас развивает в какой-то определенной отрасли. Можете тратить деньги на ремонт, можете что-то покупать для ремонта. В целом организация чего-то здесь происходит в конце месяца, и вы не одни здесь, вы в каком-то коллективе постоянно находитесь. И вот это ваше совместное дело, оно принесет свои плоды, но немножечко позже, когда уже вы как бы обучитесь этому делу. Так, и давайте еще смотреть на колоде романтика любовь, вам подсказка на любовь, отношения, что ожидает вас весы в этом месяце, смотрим. У вас здесь выпадает карта, она называется дружба. И здесь сказано, эта связь основана на дружбе, она может никогда так и не перерасти в роман. Вот. С какими-то людьми в этом месяце у вас только дружеские отношения. Даже когда кто-то будет вам что-то предлагать, да, вы, может быть, либо сами захотите отказаться от этого, либо карта вам намекает на то, чтобы вы как-то действовали, то есть больше открывались, возможно, да, какому-то человеку, если вы хотите действительно развивать эти отношения. Либо карта вам намекает на то, чтобы вы обратили внимание на кого-то другого. Так, давайте еще смотреть карту. Духовное древо, карты предсказания. Что здесь ожидает вас еще? Карта называется удивление. Вы можете быть удивлены. То есть вот какая-то новость к вам может прийти, что-то приятное, что-то интересное, но вы все равно это узнаете. Чем вы будете удивлены, смотрите, в этом месяце вам это откроется. Удивление. То есть что-то такое, что вы вообще не ожидали, что такое возможно.
Вот такой расклад был для тех, кто родился под знаком зодиака Весы. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, не забывайте ставить лайк для взаимообмена со мной. Мне будет приятно, если вы поддержите канал. Всем прекрасного настроения и до встречи. С вами была Мелиса. Всем пока-пока.